Окей, с вами Ванек, и данное видео я анонсировал в инстаграме еще 2 апреля. А снимаю это видео я 28 июля. Но все равно считаю, что это очень крутой ролик. Вообще вся информация в нем хранилась в моей голове случайно. И когда я начал собирать материалы для этого ролика, я просто сидел и думал, офигеть. Я действительно думаю, что кому-то будет интересна эта история, это видео, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Думаю, вы прочитали название видео, и сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, куда же пропал Тео Блейд. Собственно, в 2012 году он создал свой первый канал Данила Кучера, который сейчас насчитывает 57 тысяч подписчиков. Но это нам особо не интересно. Нам интересно то, что 1 июня 2015 года он создает канал Тео Блейд. Начинает снимать какие-то развлекательные видео, летсплеи, плагиатил Ваню Ивангая. Однажды даже умудрился сплагиатить у него видео про плагиат. И такое бывает. Но именно следующий год стал для Тео роковым. С чего же такого громкого начался этот год? 9 марта его задержали за оскорблением памятника Великой Отечественной войны. Он снимал там какой-то трэшовый влог, потом был репортаж на телеке. На видео 17-летний видеоблогер Тео Блейд. Под таким псевдонимом он известен тысячам пользователей по всей стране. Парень регулярно выставляет свои ролики в сети. Последний вызвал широкий общественный резонанс. Надеюсь, он сделал какие-то выводы для себя после этого инцидента. Но главный вывод, который он сделал, что пора менять формат канала. И с лета, с 1 июня, когда его каналу стукнул год, он начинает активно снимать DIY. И уже буквально через месяц набирает свои первые полляма. И тогда его коллега по ютубу Мамикс обвинил его в плагиате. Но мол, Мамикс снимал DIY, Тео Блейд снимал DIY, и весь ютуб снимал тогда DIY, даже я. Боже, это был такой кринж. Ставьте лайк, если хотите реакцию на мои старые видео. Ну, собственно, в основном Тео как-то воровал идею Мамикса, и он возмутился, типа, какого черта? То есть люди, которые регулярно просто-напросто копируют меня. Ну, не люди, один человек, и его зовут Тео Блейд. Насрать на то, что он берет у меня идеи. Мне даже насрать на то, что он полностью копирует мою подачу. Суть в том, что он копирует даже превью-картинки с моего канала. Вот моя превью-картинка, вот его превью-картинка. Вот моя превью-картинка, вот его превью-картинка. И вот снова моя превью-картинка, вот его превью-картинка. Уже к концу лета этот формат шел на спад и собирал все меньше и меньше просмотров. Тогда Тео подготовил для нас новую ядерную бомбу. 9 сентября на его канале выходит видео, где его бабушка купается в Фанте и в Ролтоне. Да, все это время на его канале периодически выходили видео с бабушкой. Она то делала реакции на кого-то, то играла во что-то, то готовила даже что-то. Ну, в общем, такая за любой движ бабуля, поэтому я не считаю верной теорию то, что внук принуждал бабушку сниматься в таком. В общем, этот ролик трэшовый однозначно разлетелся по всем пабликам, и Тео, чтобы закрепить результат, выпускает вторую часть этого видео. Уже в октябре Тео переезжает в другой город, по-моему, в Москву, если мне не изменяет память, и начинает снимать всякие влоги. Влоги, кстати, были более-менее нормальные, не скажу, чтобы они были прям трэшовыми, нормальную. А в ноябре Тео запрыгивает на новую волну хайпа. Ну, вы помните, съешь что-то за 10 минут, челлендж, юху! В этот период появляется новый персонаж – Яна Я. Многие подозревали, что это девушка Тео, но это не так. Яна – его родная сестра. Небольшое лирическое отступление. Собственно, на канале Яны тоже выходили ролики всякие, даже была какая-то рубрика с бабушкой, но сейчас канал пуст. После этого она пыталась вести канал по анимациям, даже какой-то игровой канал. А чем она занимается сейчас, мы тоже узнаем в конце этого видео. В декабре Тео набирает уже 900 тысяч подписчиков на своем канале и решается поделиться со всеми нами своей историей успеха. Создает новый канал Super Hero, где обещает выпускать всякие видосики, а потом разыграть даже этот канал. Спойлер, канал так и не разыграл. По-моему, в декабре он и подписывает контракт с Кириллом Калашниковым. Не знаю, какую роль сыграла вообще этот контракт в его карьере. Но если вы не знаете, кто такой Кирилл Калашников, то слабонервным лучше не гуглить. Наступает следующий год, и 28 февраля Тео набирает 1 миллион подписчиков на основном канале. Грозится выпускать видео чуть ли не каждый день, но в итоге выпустил 1-2 ролика, скрыл их и забил. Но вроде до сих пор продолжает снимать видео на второй канал. Но по факту все равно пропадает на долгое время на YouTube и возвращается в апреле. Причем возвращается с конкретной дичью. Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, это уже был перебор. Не знаю, какой профит был со всей этой ситуации.
Кучу гневных комментариев. Окей. А 26 июня Тео решил поиграть в Феромира. Решил поплакать на камеру. Мол, вот у него украли веб-кошелек и какие-то условия ему дали. На стриме он озвучивает эти условия. Либо он должен удалить канал, либо отдать канал подписчику, либо выпустить новый ролик, на котором должно набраться 100 тысяч лайков за сутки. Какие-то странные условия для мошенников, не так ли? На следующий день выходит его клип. Типа, не просто ролик, а клип. Знаете, делал такие необычные, странные пиар-компании до того, как это было мейнстримом. Клип, кстати, так и не набрал 100 тысяч лайков, но канал продолжал как-то функционировать. Впоследствии он удаляет, точнее скрывает все ролики и оставляет только музыкальные, а уже на другом канале продолжает выпускать влоги. Уже в сентябре 2017 года, 23 сентября, выпускает новое свое творение. У каждой суки есть iPhone. Не хочу давать каких-то излишних комментариев по поводу этого творения. По-моему, Лизка все сказала в своем видео еще в 2017 году. Но после этого видео Тео еще остался на плаву, продолжал делать какие-то проекты. Питиха со своими друзьями, какие-то влоги опять же продолжал снимать. Помню, у него еще вышел ролик про комп в тот момент, который мы, по-моему, сделали по бартеру. А его бабушка решила брать все в свои руки и создает свой канал, начинает пилить там вообще разрывной контент. Я даже делал, кстати, пару обзоров, кто не видел, можете посмотреть. Да и TeoBlade не теряет надежды, создает новый канал под названием Hero. А в ноябре у этих двух даже был коллаб, но кроме превьюшки сейчас, к сожалению, я больше ничего не нашел. И почему-то в ноябре он переназывает канал с Hero на Xenon. Зачем, для чего? Непонятно. Чуть позже он забрасывает канал и начинает вести новый, который назывался Сахарок Стрим Онлайн, где он стримил казино. Ладно. Создавал даже несколько таких каналов, потому что их раз за разом банили. Я помню, последний стрим, он был какой-то жуткий, ну типа странный. Он куда-то собирался и прощался со зрителями. После этого я не помню, что стало с каналом. По-моему, он его продал. Следующей новости бы не было, если бы не пост ВКонтакте. Боже, храни просто паблики ВКонтакте, которые помогли мне прикреплять свои слова пруфами. В общем, он на свой день рождения создал очередной новый канал и выложил туда ролик. Правда, сейчас, к сожалению, мы его не сможем узреть, возможно, даже к счастью, потому что я помню, что этот ролик был безумно криповый, прям капец как. А 11 июля 2018 года у Бабы Рэй происходит трагедия. Ее кинули какие-то люди на кредит, на машину. В общем, просила распространять ролик, кидать его на почту, пусть говорят. Но в итоге, впоследствии, этот ролик был удален. Надеюсь, она решила все свои проблемы, а перезалив этого видео вы можете сейчас найти спокойно на YouTube. Спустя очень долгое время на канале Бабы Рая выходит новое видео. И непростое видео, как знаете, она пилила всякие такие обзорчики, DIY-чики, а вышел ролик про TeoBlade. Там она впервые озвучила всю историю вот эту вот случившуюся с Тео. Собственно, расскажу вкратце, если кому прям интересно, то поставьте на паузу и прочитайте. Эта информация взята из псевдо-википедии Тео, которую он сам создал в момент, когда начал новый проект. Его сначала кинули какие-то люди, ему пришлось выкупать свое имя, потом случились трагедии в его семье, его психика не выдержала, и он слег в какую-то, в психушку, проще говоря. И в этот же день, 23 ноября, у Тео выходит новый трек «Ахерон. Мертвая звезда». Трек прям пронизан атмосферой вот этой вот тяжелой его жизни за последние годы, и по факту он и является мертвой звездой. 5 января 2020 года на канале Бабы Рэй выходит ролик с плохими комментариями. То есть она там читала плохие комментарии. Так и надо твоему внучку, он всю жизнь плагиатил, Иван Гая, пусть сдохнет уже теперь такая. Это все пиздеж, что у них сдохли родственники. Они просто хотят хайпа и денег. Да, вначале мой внук подражал Ивангая. Ему было 15 лет. Вы что делали в 15 лет? Вам, наверное, сейчас 10 еще, и пока вы ничего не знаете, вы тоже будете всех подражать. Вы знаете, в чем ваша проблема? Вы запоминаете только плохое. Надо и хорошее запоминать. Все вот так говорят, что он плагиатор Ваню. Но почему-то никто не говорит, что он потом придумывал свои
свои рубрики. Сам делал всякие подделки. Акваланг сам придумал, сделал сам. Он даже нырял с ним, он работал. Он копировал только в самом начале. Потом все сам делал. Поделки, влоги, всякая вкусная еда. Вы что, забыли пицца в микроволновке? 2 миллиона просмотров. Эти видео собирали гораздо больше просмотров. Гораздо. Чем когда он Ваню копировал. А про родственников я даже ничего говорить не буду. Врать про такое... Это надо не уважать никого. Не уважать. Я вообще больше рассказывать про свою жизнь не буду. Всегда найдутся такие умники, читать даже противно. Откуда в людях столько злобы? А 13 января у Тео выходит второй трек «Не мешай». 24 марта 2020 года, опять же на день рождения Тео, выходит новое видео на канале Баба Рая. И там на превью, я помню, Тео обнимает бабушку. Ну, собственно, сейчас не найти ни превьюшку, ни ролик. Я помню, что она попросила перейти по ссылке в описании и посмотреть его новый клип. Он переназвал свой проект Ахерон в Lane. И, собственно, вы можете зайти на его канал, посмотреть этот ролик. И он прям, ну, опять же, повторяюсь уже какой раз, но криповый. Прям будто бы он попытался передать все, что он пережил за последние несколько лет. 3 апреля 2020 года Тео выкладывает такие вот истории. Из-за этого ебаного вируса я больше не могу платить аренду, свою часть, потому что я тут не один. Сегодня я снова возвращаюсь на улицу. Насчет альбома я его планировал еще в марте, но сейчас я буду занят поиском новой работы, еды. Мы можем сделать предположение, что он жил на улице. И я не понимаю, а в чем проблема была переехать обратно в свой родной город, к маме, к бабушке, фиг его знает. Видимо, на это были свои причины. На этом бы мог закончиться ролик, если бы я его снимал в апреле. Но все не так просто. У меня есть определенный список каналов Тео. Возможно, я что-то там потерял, но я помню, что у него был канал по Фортнайту. И помню его, потому что Баба Рая его репостила. Я начал гуглить и случайно, совершенно случайно наткнулся на канал Мил. Я открываю ролик и просто охереваю. Но на данный момент канал Мил заблокирован. Его просто нельзя найти. Но есть пару перезаливов из Инстаграма. С вами Мил, и добро пожаловать в самое смешное видео по Fortnite. Вы, наверное, спросите, чем мы сегодня займемся, а я вам отвечу, но только при одном условии. Вы прямо сейчас ставите лайк на это видео и нажимаете на красную кнопочку подписаться. Ну а если вы это уже сделали, то напишите в комментарии, делали ли вы хоть раз скайбазу в Fortnite, потому что сегодня я сделаю скайбазу для ботов Fortnite. Итак, пару теорий, что с каналом Мила. Объясню вкратце. Сейчас есть такая движуха, блогеры могут сдать канал в аренду. То есть обычно взломщики просто взламывали канал и крутили там стримы с каким-то разводом. А теперь они напрямую пишут блогерам и предлагают: ну типа мы берем твой канал, удаляем ролики, ну то есть скрываем, крутим там стримы, YouTube блокирует твой канал, но потом мы его тебе через какое-то время возвращаем в целости и невредимости. Но, собственно, нельзя никак проверить это, в комментариях бытуют очень разные мнения. Но у Тео был свой паблик, и по вложениям можно отследить, что на канале было очень много роликов. И понятно, что он был живой, там была новая живая аудитория. Также в своем паблике он пиарил другой канал, Милти. И, знаете, я второй раз охерел. Всем привет, с вами Милти, и добро пожаловать в меня и лут каждую зону че... Это сестра Тео, та самая Яна, та самая Джун. А еще по вложениям ее уже группы я нашел первоначальную аватарку ее тиктока. Мы опять же убеждаемся, что это именно она. Также у Мила был свой тикток, но на данный момент он недоступен. Поэтому с точностью не можем сказать, что с каналом Мила, что с тиктока Мила, почему он перестал вести группу, канал, вообще забросил все это дело. Сейчас выпускает только ролики его сестра, а всякие вопросы про Мила она игнорирует. Опять же, на этом могло закончиться это видео, но нет. Я офигел еще раз чуть попозже. Просто у Лейна есть свой инстаграм, он там редко активничает, но недавно начал публиковать какие-то криповые истории. И зайдя в комменты под крайнюю фотку, я обнаружил то, что, оказывается, у него есть тикток, и там 50 тысяч подписчиков почти. И там он всячески стебет то, что он Теоблейд. Там все-таки какие-то люди узнали его. Сначала вы мне писали, что я Жигуль. Теперь Теоблейд какой-то. С чего вы взяли, что он это я? Приведите хотя бы одно доказательство. Собственно, можете отправить это видео в его инстаграмы, к нему в тикток, куда угодно. Какую я мораль могу сказать? Ребят, будьте осторожней. Там все-таки вся эта история вот трагичная началась с того, что его кинули определенные люди.
То есть, будьте аккуратней. А что с каналом Бабы Рая, пока тоже непонятно. Я как понял, она тоже его сдает в аренду. Там у нее 2 канала есть сейчас, Баба Бу и Баба Рая. И там постоянно крутятся какие-то стримы с разводом, и постоянно блокируют, разблокируют. В общем, видимо, опять какая-то финансовая сложность у них. И они подумали, что так они поимеют больше денег, чем с каких-то маленьких интеграций. Вроде бы все. Надеюсь, я ничего не забыл. Безумно большое количество информации. И если вам было интересно, то отошлите это видео своему другу. Возможно, вы с ним вместе смотрели Tailblade когда-то. Можете отправить во всякие новостные паблики. Я буду вам безумно благодарен. Ведь я действительно потратил много сил на данное видео. Не забудьте подписаться, еще будет очень много крутых роликов. Поэтому, камон, подписывайся. А мы увидимся уже в новом видео. Пока.